такой трафик на ремонт. При нажатии на педаль, чтобы ехать, что у нас происходит? Пацаны, похоже, что это шлицевое. Зачастили что-то машины по шлицевым. Сейчас Серега будет скидывать двигатель. І будемо перебирати. Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Отсоединяем 12-вольтовый аккумулятор. Сейчас машину подымут, будут сливать масло. И будем снимать двигатель. Снимать кулезащиту. Как раз у нас будет с вами время посмотреть на любимую нашу тему по коррозии. Ну, что я вам скажу, присутствует. Да, присутствует. Присутствует. Поэтому вопрос по антикорке можно и так даже. Начинает Серега разборку двигателя. Скоро у него с вами обрезанные шлицы. Надо только добавлять. Разобрали двигатель. И вот ура, какие слизанные шлицы. Должен быть вот выше высота. Да. Вот здесь, где работал, самое шлицевое, а здесь вот, сейчас вот так вам будет видно, какие должны быть в оригинале. Все это все под замену. Начинаем поиск запчастей. Вот нашли двигатель на Равика бэушный. Сейчас хлопцы его визуальный осмотр. Проверят на сопротивление. Здесь, кстати, смотрите, уже мудрили слив. Вдруг потечет тосол. Сейчас проверят и будут ставить. И вот Серега ставит двигатель. Заводка двигателя, что в Мерседесе, что в Раве. Здесь поднял, прокрутил, поднял, прокрутил. Он ровненько не становится. Ну, вроде пока все получается. И вот уже первая прохлада, которая с утра уже люди начинают включать печку. Приехал на биологическую хлопцам RAV4 электро. Здесь не хочет работать печка. Сейчас Тёма будет прозванивать, искать причину.
И вот быстрый ремонт, точнее диагностика. Здесь вопросы хитера. Он не хочет работать, как всегда, пробивается по изоляции. И здесь теперь нужно только искать БУ запчасть и менять. Ну и вот после согласования с клиентом Тёма сейчас будет снимать хитер. Будем пробовать ремонтировать. Снимаем. И снова здравствуйте вам. Приехал вот такой Мерседес. Клиент его только купил, пообщался. И посмотревший, я так думаю, все, которые видео были по проблемам по Мерседесам, сразу принял для себя решение, пригнал сюда машину. Здесь хлопцы будут делать в двигателе дренаж, посмотрят состояние двигателя. Там внутри антифриза сейчас нет, но лучше сразу предотвратить такую проблему, потому что на данный момент двигателя в дефиците. Будем снимать двигатель, делать дренаж, менять сальник, а там уже решим. Так, сняли защиту. Здесь вопросы к сальникам. Вот, надеюсь, вам видно. Приводов сейчас хлопцы и будут тоже менять, снимать двигатель. Покупали другие элементы. Помнишь, они где-то... Итак, припустили двигатель хлопцы. Сейчас будут снимать там крышку. И будем смотреть на выработку. Итак, что у нас по выработке? Вам видно, есть выработка. И он не тек, сальник? Ну как, начало. Начало. Как раз вовремя человек приехал, да? Да, вот есть. Можно перевернуть, мужчина? Да я ж сначала сюда течет, женщина. Да, вон там на кухне просто с той стороны видно. Ага. Начало. Ну, с той стороны вот уже. Ну, мягко говоря, человек вовремя приехал. И вот Мерседес сделали. Все нормалек. Поменяли сальник, подшипник. Сделали технологическое отверстие. Посему сальник даст сбой. Тосол будет антифриз выходить и не портить двигатель. Напоминаю еще раз, в Мерс Б-класса и RAV4 электро. Хлопцы, здесь будьте очень внимательны, потому что здесь вопросы нет запчастей. Нет запчастей по двигателям, либо двигатель в сборе. Не балуйтесь с этим сальником. Контрольного заезда. Достали хлопцы энкодер. Все у нас сухо, все хорошо. Молодец человек, что лучше предугадать, чтобы не попадать в дорогостоящий ремонт. Всем спасибо. Продолжаем.